От пациентки. Головные боли в области лба. Затрудненное дыхание через нос при физической нагрузке. Около полугода. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациентки 49 лет. Дата исследования – 25 июля 2024 года. Область исследования – околоносовые пазухи. Представленные томограммы низкого качества за счет низкого соотношения сигнал-шум. При анализе результатов использованы построения в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях, трехмерная реконструкция. Свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения в зоне сканирования не выявлены, мягкие ткани без особенностей. Лобные пазухи, пневматизация снижена за счет скопления неоднородного содержимого. Остеомиотальный комплекс справа не проходим. Воздухоносные ячейки решетчатого лабиринта, в отдельных ячейках скопление неоднородного содержимого. Клиновидная пазуха, пневматизация сохранена, патологических включений в полости пазухи не выявлено. Сфеноэтмоидальные соустья с обеих сторон проходимы. Гайморовы пазухи, справа слизистая оболочка подушкообразна, утолщена до 16 мм. Слева слизистая оболочка подушкообразно утолщена до 21 мм. В пазухе визуализируется фрагмент костной плотности размером 7 на 4 на 10 мм между 15 и 16 зубом. В области удаленного 17 зуба определяется орантральное соустье диаметром 4 мм. Соустья проходимы. Полость носа, пневматизация сохранена, патологических включений в полости носа не выявлено. Носовые ходы проходимы. Носовая перегородка минимально S образно искривлена. Пневматизацию воздухоносных ячеек сосцевидных отростков височных костей с обеих сторон не оценить, они вне зоны сканирования. Заключение. КТ-картина полисинусита инородного тела левой гайморовой пазухи, левостороннего орантрального соустья, искривление носовой перегородки. Рекомендована консультация лор-врача, стоматолога. 8 августа 2024 года К.М.Н. Доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. Исследование сделано плохо, часть пазух вне зоны сканирования, а та, что вошла, низкого качества. В пазухах скопление неоднородного содержимого, гноя. Также в левой гайморовой пазухе какой-то фрагмент костной плотности, скорее исход стоматологического лечения. Также между левой гайморовой пазухой и полостью рта есть сообщение. От этого и формируется хронический синусит. Вам нужно к лор-врачу и стоматологу.